Всем привет! С вами Елена и это канал «Вот бы мне». Регистрация для желающих поучаствовать в лотерее Green Card уже в самом разгаре, но счастливчики, которые выиграли в прошлогоднюю лотерею, уже потихоньку начали получать запросы из консульского центра в Кентукки на отправку сканов документов. Такое письмо все победители непременно получают на свой электронный адрес после отправки заполненной формы DS-260. Правда, не сразу. Также как и дата интервью, это напрямую зависит от вашего case number, и чем он больше, тем позже вам придет письмо. Правда, если вы заполните анкету DS-260 не сразу, а отложите это дело в дальний ящик, то и запрос может прийти значительно позже. Помните, что изначально победители лотереи отбираются больше, чем в конечном счете получают грин-карту, и затягивая любой этап, будь то заполнение формы DS-260 или отправка сканов документов, вы только увеличиваете шансы того, что до вас очередь на интервью может не дойти. Так вот, отправка сканов документов – это один из этапов получения грин-карты, после которого консульский центр их проверит. Если с документами все в порядке, вам на электронную почту придет письмо-уведомление о том, что ваши документы приняты и вы внесены в список для проведения интервью. Само интервью будет назначено в порядке очереди, которая формируется по номеру кейса. Со списком необходимых документов, тем, в каком виде их отправлять, какие бумаги переводить, а какие нет, вы сможете ознакомиться в письме, которое вышлет консульский центр. Напоминаю, отправлять необходимо только сканы документов и ни в коем случае не бумажные копии по обычной почте. Адрес электронной почты будет указан в письме, а я добавлю его в описании под этим видео. Все отсканированные документы желательно отправлять в PDF-формате и в названии документа указывать всю необходимую информацию для более удобной проверки. В название документа добавьте номер кейса, полное имя заявителя, чей это документ, и само название. Например, вот так. В качестве темы письма укажите номер вашего кейса. Все документы необходимо отправить сразу, а не, например, сначала копию паспорта, а через время свидетельство о рождении и уже потом справку о несудимости. Также вы должны отправить все необходимые документы на каждого из заявителей. Это значит, что если с вами на грин-карту претендует супруг и или дети, весь пакет документов необходимо собрать на каждого из заявителей. Размер сообщения не должен превышать 30 мегабайт, но если все ваши сканы весят больше, ничего страшного, разбейте отправку на несколько писем, но обязательно указывайте в теме письма свой номер кейса каждый раз. Все документы необходимо отсканировать, но также можно отправить качественные фотографии. Главное, чтобы вся необходимая информация была читаемой. В противном случае их надо будет отправить повторно, что значительно затянет процесс подготовки к интервью. Что касается перевода документов, то в письме четко сказано, что переводить документы необходимо только в том случае, если они не на английском или официальном языке страны, где вы будете проходить интервью. То есть, если вы гражданин Украины и собеседование проходить планируете в Украине, то документы на украинском языке отправлять можно. А если вы гражданин России, но собеседование планируете проходить, например, в Польше, то документы на русском языке необходимо перевести. Каждому переведенному документу необходимо приложить заявление переводчика о том, что перевод точен, а у лица переводившего документа есть необходимое для этого полномочия. А вот, собственно, и перечень документов, которые необходимо отправить. Напоминаю, пакет документов должен быть собран на каждого члена семьи, а не только на главного заявителя. Первый документ – заграничный паспорт. Отсканировать необходимо только страницу с вашими биографическими данными. Это страница, где расположены ваше фото, имя и фамилия, а также дата и место рождения. Второй документ – свидетельство о рождении. Его отсканировать необходимо целиком, и это должен быть оригинал или заверенная копия. Третий документ – свидетельство о браке. Если вы состоите в браке, то необходимо отсканировать и его. Точно так же, как и свидетельство о рождении, должен быть оригинал или его заверенная копия. Четвертый документ – документ о расторжении брака. Если вы ранее состояли в браке и по каким-либо причинам он был расторгнут, необходимо предоставить документ, подтверждающий расторжение всех предыдущих браков. Это может быть свидетельство о разводе или свидетельство о смерти супруга. Пятый документ – военный билет. Если вы проходили военную службу в какой-либо стране, необходимо отсканировать военный билет. Это должны быть все страницы с заполненной информацией.
И последний, шестой документ – полицейские сертификаты или справка о несудимости. Если заявителю 16 и более лет, то необходима справка из полиции о несудимости. Если после исполнения 16 лет заявитель имел гражданство другой страны или проживал более полугода в стране, отличной от гражданства, такие справки запросить необходимо и оттуда. В случае, если у заявителя когда-либо была судимость, даже до 16 лет, необходимо отсканировать постановление суда, а также протоколы судебных заседаний. Вот и все. Как видите, список небольшой, однако некоторые документы желательно начать оформлять заблаговременно. Так, например, справку о несудимости в некоторых странах выдают в течение 30 дней, а если вы проживали еще и в нескольких странах и потребуется перевод этих справок, это займет большое количество времени. После того, как вы собрали все необходимые документы, перевели, если необходимо, отсканировали и отправили, и если с ними все в порядке, как правило, в течение нескольких недель вам придет подтверждение о том, что ваши документы просмотрены и одобрены. Теперь еще один из этапов по оформлению грин-карты позади. Останется дождаться только приглашения на интервью, пройти медкомиссию, ну и пройти, собственно, само интервью. По состоянию на начало октября 2020 года мы знаем точно, что письмо с просьбой выслать сканы документов пришли уже победителями с номерами кейсов 6000. Возможно, даже больше, но я не уверена. Лично нам с номером порядка 20 тысяч такое письмо еще не пришло, и мы находимся в волнительном ожидании. Когда оно придет и нам, мы обязательно сообщим и будем делиться всеми нюансами. Если такое письмо вам уже пришло, напишите в комментариях, давайте делиться актуальной информацией. Друзья, если вы еще не заполнили анкету DS-260, скорее заполняйте. У нас есть подробная пошаговая видеоинструкция, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. О том, как заполнить анкету на участие в лотерее, мы тоже сняли крутую пошаговую видеоинструкцию. Ищите тоже в описании. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.